Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии, лайки, подписки, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими вот ниточками. С ними мы уже работали, именно даже с такой палитрой, но и с новым узорчиком. Итак, давайте по порядку. Новички, кто еще не знает эти ниточки, кто с ними не работал, знакомьтесь. Называются они Alize Angora Gold Simli. Приставочка Simli, видите, значит блестящие. Итак, в моточке 100 грамм, в 100 граммах 500 метров по составу. Это 75% акрил, 20% это шерсть и 5% это металлик. Вот она, металлическая ниточка. Советуют нам здесь производители брать крючок от 2 до 4. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. То есть с моей плотностью, в принципе, меня все устраивает. Сразу же, пока не забыла, назову цвет ниточек. На камеру передается, в принципе, такие, как есть. Они не серые, а интересно серо-бежеватые, такие вот легенькие. Итак, цвет 168. Посмотрите сами самостоятельно. Вы, в свою очередь, смотрите, берете любую пряжу, не только такую, которую показываю я. Все узорчики универсальные, и один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному, поэтому пробуйте, вяжите из летней, из зимней, из демисезонной пряжи. Самое главное, точно так же правильно прочитайте инструкцию, так, подберите правильно крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка хорошего качества, даже еще цветная, все очень понятно, как мы с вами и договаривались. Если схемка хорошего качества, я ее прикладываю, да. Если она плохого качества, я, конечно, не заставляю вас ломать глаза, а бывает так, что у меня вообще нет схемки, поэтому я не могу вам ничего приложить. Но сегодня схемка есть. Кто умеет работать по схемке, работайте самостоятельно. Кто не умеет еще работать со схемками, повторяйте за руками. Но обязательно смотрите, контролируйте, как мы тот или иной элемент провязываем и как он отмечается в схемке. Так вы научитесь самостоятельно работать с любыми, вообще с любыми схемками. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Я наберу 6 раппортов, это получается 30 воздушных петелек. И 3 петельки дополнительно, но просто чтобы узорчик ровно, красиво закончился. Итого 33 воздушные петельки у меня, а вы в свою очередь набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот моя цепочка из воздушных петелек, мой будущий образец. Далее работаем с новичками. Да, я у многих видео говорю, что мы с вами сделаем вспомогательный ряд. Ну, чтобы не запутались в воздушных петельках, вспомогательный ряд у нас будет из столбиков с накидом. Со столбиками мы не запутаемся. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И вот в эту 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую по порядку петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали еще один столбик с накидом. И вот так вот мы весь ряд в каждую петельку провязываем столбик с накидом. Процесс не быстрый, не спеша, не торопимся, чтобы не пропустить ни одну петельку и лишнего не провязать. Сами себя контролируйте. По итогу количество столбиков будет равно количеству петелек, которые вы набрали в цепочку. Вот у меня 33 воздушные петельки, значит будет 33 столбика. Все, ничего сложного. У вас может быть свое количество столбиков, больше или меньше. Смотрите, первые 3 петельки, которые мы с вами провязали, петельки подъема, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда провяжите. Это несложно. И в конце ряда встретимся. Договорились?
Давайте. Так, немножко сменила фон, чтобы вам все было видно, понятно. Вот у нас столбики наши получились, все ровненько, аккуратненько. И теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала мы делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И по порядочку в следующий столбик делаем накид и провязываем столбик с накидом. И в следующий по порядочку столбик провязываем столбик с накидом. Итого 3 петельки подъема, это имитация получается столбика с накидом. У нас получились вот такие вот 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в третий провязываем столбик с накидом. Считаем. 1 столбик с накидом. Накид. По порядку в следующий столбик. 2 столбик с накидом провязываем. И по порядку в следующий столбик. 3 столбик с накидом. Вот у нас получается 3 столбика, окошечко, 3 столбика. Дальше опять окошечко. 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в третий провязываем опять столбик с накидом. Считаем 1. По порядочку следующий столбик. Столбик с накидом 2. Столбик с накидом 3. И у нас вот так вот весь ряд мы чередуем столбики, окошечки, столбики, окошечки, столбики, окошечки. То есть дальше у нас будет окошечко, потом опять столбики, окошечко, столбики и так далее. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встретимся. Угу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики, окошечки провязаны. Ничего сложного, все ровненько, аккуратненько, как мы заканчиваем ряд. Точно так же, как и начинали. 3 столбика. Вот наш первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, а третий, смотрите, мы провязываем. Вот у нас в предыдущем ряду было 3 петельки подъема. Так вот, мы аккуратненько в третью петельку нырнули и провязали столбик с накидом. Все. Краешек ровный, ряд наш закончен. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика вернулись и провязали столбик без накида. 2 петельки, оп, все, столбик без накида. Дальше бьем по верхушкам наших столбиков. В следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, столбик без накида. В следующий по порядку столбик нырнули, вытянули ниточку, столбик без накида. Тут не сложно. Дальше смотрите, у нас идет окошечко из 2 воздушных петелек. 1, 2. То есть мы с вами можем провязывать вот таким вот образом. Нырнули в арочку, да, и провязали 1 столбик без накида. И нырнули, провязали 2 столбик без накида. Вот что у нас получается. Сейчас покажу в сравнении, как можно еще провязать. По порядку 3 столбика, провязываем столбики без накида. 1, 2, 3. Тут несложно. Смотрите, как можете провязать. Вы можете провязать не в арочку, а непосредственно в петельку. То есть вы аккуратненько беретесь за петельку, если позволяет пряжа, позволяет крючок и позволяет зрение. Так? Иначе не ломайте глаза. В петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. В следующую петельку по порядочку нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. Ну и просто для себя сравните, как вам больше будет нравиться, как вам будет удобнее, больше нравится. Либо в арочку, либо в петельку. И все. И наш весь ряд, получается, состоит из столбиков без накида. То есть вы не пропускаете ни одного столбика, ни одну воздушную петельку, провязываете столбики без накида. Все. Давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Здесь вообще ничего сложного. Все ровненько, аккуратненько. Идем к следующему ряду. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид и следующий по порядочку столбик наш вот без накида нырнули и провязали столбик с накидом. А теперь будьте внимательны. Мы делаем накид и опускаемся еще на ряд ниже, вот до нашего столбика с накидом. И захватываем этот столбик вот таким вот образом сзади наперед. Столбик получается перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем столбик с накидом, как мы с вами провязывали. Только смотрите, вначале одну петельку,
потом 2, 2. И вот таким образом у нас получился рельефный лицевой столбик с накидом. Немножечко удлиненный мы провязали, потому что, видите, мы его спустили аж на 2 ряда вниз. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. То есть над окошечком будет окошечко. Дальше смотрите, вот наши 3 столбика. 1, 2, 3. И первый столбик мы тоже провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Опускаемся еще на ряд ниже, там где столбики с накидом. Захватываем столбик. Сзади наперед, столбик перед крючком, вытянули ниточку и провязываем вначале 1 петелька, потом будут 2 и 2. То есть наш столбик немножко удлинен, иначе просто зажулькается наше вязание, а так мы его немножко удлинили, все будет ровненько. Следующий столбик центральный мы провязываем за столбик без накида предыдущего ряда. Оп, обычный столбик с накидом. А третий столбик опять будет рельефный лицевой столбик с накидом. Захватили столбик еще ниже, вытянули ниточку и провязываем вначале 1 петелька, 2, 2. Вот. И у нас получается вот такой вот небольшой рельеф. Когда узорчик подрастет, рельеф будет больше виден и больше будет подчеркиваться. Все, несложно. Дальше опять окошечко, 2 воздушные петельки, 1, 2. Опять наши 3 столбика, 1, 2, 3. Первый и третий у нас рельефные столбики, центральный обычный. Рельефный мы опускаемся на ряд ниже, так, и провязываем удлиненными столбиками. А центральный мы провязываем за столбик без накида предыдущего ряда. Все, вообще ничего сложного. И вот так вот вы шагаете и провязываете до конца ряда. Вот, что у нас по итогу начинает получаться. Красота, да, небольшая, но уже красота. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши рельефные столбики. Вот что у нас получается. Как мы заканчиваем ряд? У нас получается в конце ряда 3 столбика, да? Первый у нас будет рельефным, второй у нас будет обычным, и третий мы сделаем тоже обычным, чтобы наш узорчик ровненько закончился. То есть вот столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем обычный столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее воздушная петелька, поворот, и идем по верхушкам наших столбиков, провязываем столбики без накида. В первый столбик, столбик без накида, во второй столбик, столбик без накида, в третий столбик, столбик без накида. То есть тут без особенностей. Дальше идет окошечко из 2 воздушных петелек. Мы тоже провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Повторюсь, вы можете нырять непосредственно в арочку или провязывать в петельку. Опять 3 столбика. 1, 2, 3. И мы провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Опять окошечко из 2 воздушных петелек. Либо в арочку, да, провязываем, либо непосредственно в петельку. В петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. В петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. И все, и так вот шагаете весь ряд, провязываете столбики без накида. Вообще ряд несложный. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики без накида. Ничего сложного. Ряд мы заканчиваем точно так же. То есть у нас здесь 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Тут вообще ничего сложного. Дальше смотрите, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. А теперь смотрите, мы с вами там, где у нас были рельефные столбики, провязывали первый и третий рельефным, так? А второй у нас был обычным. А теперь будет наоборот. У нас будет центральный рельефный, а первый и третий будут обычные. То есть вот наш имитация столбика с накидом. Дальше накид. Второй столбик у нас будет рельефным. Накид. Шагаем вот на ряд ниже, там где наши столбики с накидом. Захватываем столбик вот таким вот образом. И провязываем точно так же. Вначале 1 петелька, 2 петельки, 2 петельки. То есть удлиненный будет столбик. Рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. И там, где наш третий столбик, беремся за верхушку столбика без накида и провязываем столбик с накидом обычным.
То есть здесь ничего сложного, мы просто поменяли местами рельефные столбики. Дальше опять окошечко. 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь вот наши столбики. 1, 2, 3. Первый обычный столбик с накидом. Второй рельефный. Опускаемся вот до нашего столбика с накидом. Захватили его. Вытянули ниточку и провязываем точно так же. 1 петелька. 2, 2. Последний столбик у нас будет обычный. Вот, видите, что у нас по итогу получается? Тут по краешкам рельефный, тут по центру. Опять 2 воздушные петельки. Наши 3 столбика. 1, 2, 3. Первый обычный. Второй рельефный. Удлиненный. И третий обычный. Поняли, да? Вообще ничего сложного. Все то же самое, просто мы рельефные столбики поменяли местами. Все, давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот опять наши очередные столбики готовы. Все красиво, ровненько, аккуратненько. Закончили мы ряд столбиком с накидом. Вот и наши столбики 1, 2, 3. И делаем воздушную петельку, поворот. И точно так же весь ряд провязываем столбиками без накида. Тут вообще ничего сложного. Опять в каждый столбик провязали столбик без накида. И в каждое окошечко, да, либо в петельку, провязали столбик без накида. Тут вы уже знаете, как провязывать. Вы уже провязали так 2 ряда. То есть здесь ничего сложного. Угу. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Ряд несложный, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали опять наши столбики без накида. Все ровненько, аккуратненько. Закончили мы ряд столбиком без накида. Вот в 3 петельки подъема предыдущего ряда. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Дальше, смотрите, делаем накид. И во второй столбик провязываем обычный столбик с накидом. А вот в 3-й столбик провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Вот, опять опускаемся на ряд ниже, захватываем столбик с накидом и провязываем удлиненный рельефный лицевой столбик с накидом. То есть мы с вами сейчас будем повторять вот наш ряд, получается 3-й, да, там, где мы провязывали 1-й и 3-й рельефные столбики. Дальше 2 воздушные петельки и опять первый получается столбик у нас рельефный лицевой столбик с накидом. 1 петелька, потом 2, 2. Второй столбик у нас будет обычный столбик. Провязали обычный столбик с накидом. И 3-й столбик опять будет рельефный столбик. Вот таким вот образом, удлиненный. 1 петелька, 2, 2. Опять 2 воздушные петельки и так далее. Поняли, да? То есть мы, получается, с вами уже провязали вертикальный раппорт узорчика, там, где у нас шли 1-й и 3-й столбики рельефные. Потом у нас, получается, идет 2-й столбик рельефный. И опять будут 1-й и 3-й столбик рельефный. То есть ничего сложного. Дальше будет только повторение. Ну и обратно возвращаетесь всегда столбиками без накида. Угу. Все, схемка перед вами. Мы уже с вами провязали полностью весь наш вертикальный раппорт. Давайте дальше увеличим несколько рядочков, да, провяжем, увеличим наш образец, посмотрим, что в итоге получится. Должно получиться очень красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Смотрите, какая красота получается. Все-таки рельефные столбики придают свою изюминку узорчику, да? Смотрите. Вроде и простой узорчик, но получается оригинальный. Конечно, узорчик у нас будет односторонним, изнаночка. Все ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. Но за счет рельефных столбиков четко видно, где лицевая сторона. Я, конечно, представляю в палантинах, в шарфиках. Ну, из данной пряжи шарфик будет, конечно, колоться. Ну, кому как нравится. То есть берите пряжу помягче, шарфики будут. Возможно, из летней пряжи это топики. Возможно, это летние кофточки, кардиганчики, да. А из толстой пряжи попробуйте связать, например, снуд. Очень, мне кажется, будет смотреться шикарно. Возможно, кто-то из вас что-то уже вязал данным узорчиком, то пишите в комментариях, нам будет интересно.
Итак, из моей пряжи вот так вот не тянется узорчик. Вот так вот он чуть-чуть тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, меньше. Пробуйте, вяжите. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Например, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок. У меня какие будут замеры. Набирала я 33 воздушные петельки. Значит, это у меня, вот, например, 15,5 сантиметров. А здесь получается каждая кошечка это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. И самый первый 19. У меня это получается 11 сантиметров. За счет того, что у нас столбики без накида, узорчик, конечно, быстро расти не будет. Но рельефные узорчики, конечно, дополняют эту красоту, компенсируют, так скажем, да? Вот по итогу что получается. Тем более у меня еще пряжа такая блестящая, нарядная. Вообще, мне кажется, очень даже шикарно смотрится. Как вам? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, комментировать, подписываться на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будет приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.